Всем привет! Я Наталья Казарина на канале Max Life. Я инструктор по йоге и даосским женским практикам. Сегодня хочу поговорить немножко о ритме женского организма. Вообще, на самом деле, не только женского, а все люди живут по ритму. Тема наша будет больше женская, потому что мы обсудим, как жить женщине в зависимости от своего менструального цикла. И, наверное, самая здесь такая загвоздка – это предменструальный синдром, в который женщина чувствует себя не очень хорошо, не очень знает, что делать, как ей задружиться, наверное, с собой, как быть спокойнее, как не слишком резко реагировать на какие-то события, потому что возбудимость и нервозность в предменструальный период возрастают. И для того, чтобы немножко успокоиться, есть, конечно же, различные практики, но для начала нужно понять и принять, что этот период существует, он никуда не девается, и этот период нам нужен для того, чтобы понять, что нужно изменить, может быть, в себе или в своей повседневной жизни, потому что именно в предменструальный и менструальный период выходят все черти наружу. И с ними нужно как-то совладать, что-то с ними делать, просто для того, чтобы жить более мирно и потом не жалеть о содеянном, когда кто-то под горячую руку попался. Конечно же, самое первое – это принятие. То есть мы понимаем просто, что есть такой период. Да, так бывает, и всякое в жизни бывает. И хорошо в такие периоды, конечно, побольше уединяться, быть наедине с собой, быть с природой. И конкретно во время менструации избавляться от всего лишнего, что есть, может быть, в данный период жизни или в длительный какой-то период. Не планировать какие-то новые дела, какие-то новые проекты не стоит начинать вот именно в эти периоды. То есть вы лучше всего вести вообще дневник своих дней для того, чтобы понимать, когда у вас пик активности и когда, наоборот, вы идете на спад, и нужно там прибираться, выкидывать все и расставаться с какими-то людьми. Есть очень классные практики именно на менструальный период. Мы, так как я уже и говорила, он нам нужен для того, чтобы очистить себя, и имеется в виду не только физическое очищение, которое происходит у нас естественным образом, но и психологически. То есть можно сесть, писать какие-то просто свои мысли, выписывать все, что идет в голову на несколько страниц подряд, без пауз. То есть просто что вижу, то пишу, что думаю, то пишу. Таким образом вы вовне как бы выводите, больше самоосознаетесь. И, конечно, практики все более мягкие. И во время менструального цикла можно вообще ничего не практиковать, кроме дыхания, которое фокусируется больше на выдохе, и следить за тем, чтобы выдох был очень качественный, полный, долгий. И очень хорошо так выдыхать по бабье,
Даже если вы что-то делаете, например, пришли из магазина, поставили эти пакеты, как раньше коромысло сняли с ведрами и так, вот именно со звуком, именно очень по-женски и всем своим нутром, прям вот из самого живота выдохнуть все, что накопилось. И если вы чувствуете, что накрывает вот очень эмоционально, хочется плакать очень многим во время месячных, плачьте. И во время даже этого плача вот выдыхайте, делайте это длинно, делайте это с возгласами. И очень здорово даже повыть, как тоже, наверное, в какие-то старые времена, когда бабоньки собирались. Я на самом деле выросла в деревне и говорю это не из книжек. Женский коллектив — это очень поддерживающая атмосфера вот в этот период и в предменструальный, когда вы чувствуете, что вы не одна, что вы можете что-то обсудить и опять же из себя это вынуть, помочь себе стать спокойнее любыми вообще способами, какими только вы можете услышать от себя, что вам хочется в данный момент. Ну, не обязательно, конечно, сладеньким заедать, потому что многие, наверное, так делают, а действительно скорее сфокусироваться на том, что бы вы сделали, чтобы вам действительно в данный момент принесло радость и успокоение. Купить себе какой-то заморский фрукт, купить эфирное масло, принять ванну, ароматизировать помещение, создать какой-то уют для себя, то есть сделать себе такое гнездышко, вот буквально это может быть один вечер, чтобы вы провели время с собой или со своими подругами, или и то, погулять. То есть на самом деле все эти способы очень простые и доступные. Просто мы о них зачастую вот в этих пиковых каких-то своих эмоциональных состояниях можем забыть, в беготне в какой-то. Всегда нужно просто остановиться, посмотреть в окно или выйти, сесть на скамеечку и задать себе вопрос, что сейчас мне не хватает для радости, для моего счастья. И сделать это. Это очень просто как бы звучит, просто нужно это сделать. Наверное, про этот период я достаточно сказала. Если есть вопросы, вы пишите и задавайте. И, конечно же, у нас есть период активности. Это когда наш цикл идет к овуляции, и пик активности — это овуляция. То есть именно на вот эти даты, ну, примерно 10 дней, 2 недели, мы планируем какое-то начало проекта, какие-то важные встречи. Даже само планирование лучше делать вот в этом состоянии, когда мы на пике именно своей творческой и энергетической активности. Поездки тоже хорошо. Женская практика во многом зависит не только от собственного менструального цикла, но и от лунного цикла в целом. Вообще, в идеале, по даже даосским системам, овуляция и менструация совпадают с новолунием и полнолунием. Либо наоборот, у жительницы мегаполиса бывает ровно наоборот. Это пока что никак не объяснимо, но вот интересно понаблюдать, поэтому я еще раз призываю все-таки вести дневник своего цикла. Просто для того, чтобы себя лучше знать и даже предвидеть, может быть. И в том числе практика, которую вы выбрали для себя,
она тоже должна соответствовать лунному циклу. То есть, когда мы приближаемся к полнолунию, вот тут, кстати, мнения расходятся. Кто-то говорит, что нужно более активно заниматься в полнолуние, то есть это физические упражнения, силовые упражнения, где там можно хорошенько вспотеть, то есть как бы всю энергию, которая накопилась, в практику реализовать. Но лично я считаю, что лучше во время полнолуния и перед ним делать более спокойные практики для того, чтобы уравновесить перевозбуждение вот это лунное, когда многие не спят, многие действительно очень эмоциональными становятся. Лучше это успокоить и сгладить немножко. В новолуние, соответственно, можно, так как там энергии у нас не так много, лучше сочетать и силовые, и гибкостные практики. Что касается менструального цикла, то, конечно, в предменструальный период лучше делать гибкостные, то есть это очень текучие, потягушки какие-то, растяжки, то есть не силовое. Силовое мы делаем тогда, когда мы идем к овуляции, и мы таким образом через тело как бы способствуем реализации своих намерений через работу на коврике. То есть силовые какие-то, куда вы вкладываетесь хорошенько и телом, и психикой упражнения, лучше делать вот в пиковый период перед овуляцией. Вы себе таким образом поможете настроить себя и прийти к своей цели по жизни. Что касается моей личной практики, то, что я и ранее озвучила, я так и живу. То есть я силовые практики делаю в первой половине цикла, когда я наиболее бодра. То есть на отжимания, такие жаркие огненные практики именно до овуляции. Во время овуляции я лично либо вообще ничего не делаю, когда я чувствую, что у меня вот прямо сейчас такой наполненный живот, плотный, и я заземленная, мне и так хорошо. Я могу либо не практиковать, либо очень мягко просто потянуться. Не какие-то активные шпагаты именно, а просто очень ленивые потягушки, я так и называю. И дальше у нас идет следующий цикл, это предменструальный, когда я вот как раз предпочитаю какие-то и шпагаты, и что-то на раскрытие таза, именно для того, чтобы вот вся эта наш живот, нижняя часть хорошо наполнилась, напиталась, и чтобы произошла разблокировка. То есть когда мы делаем какие-то гибкостные позы, асаны, происходит такое расширение живота, отток того, что там могло насидеться за месяц, накопиться просто. И я это делаю для того, чтобы месячные прошли безболезненно. То есть если мы целый полмесяца, месяц сидели, вели малоподвижный образ жизни, у нас скапливается здесь жидкости, кровь, тяжесть, нужно двигаться, конечно, и вот перед месячными хорошо поделать какие-то шпагаты или что-то на развитие тазобедренных суставов. Тогда все более гладко и спокойно пройдет. И, соответственно, в месячные мы лучше отдыхаем и, как я говорила, поем, очень здорово, мантры можно петь, выдыхать со звуком,
Можно просто один какой-то звук, вот прислушаться к себе, вот как-то встать в удобную позу, может быть, или лечь, или сесть, и провыть на выдохе, или какой-то даже гласный вух. То есть вы прочувствуете, на что идет отклик в вашем теле, от чего оно становится более широким, более мягким, и от чего вам легче становится на душе. То есть самое важное вообще и в нашей жизни, и в нашей практике — это все время слушать свое тело и его реакции на то, что вы делаете в данный момент. В заключение хочу сказать и для мужчин. Во-первых, вы как женщины, если сейчас женщины слушают, просветите, пожалуйста, своего мужчину, когда у вас предменструальный период начался, потому что несчастный, ни в чем не повинный муж, он не знает, что сейчас к вам нужно подойти очень осторожно. Я лично всегда предупреждаю, прям в первый день я чувствую, что вот начинается, да, налилась грудь, стала более плотной, я мужу говорю: все, отсчет пошел, меня не рихтовать. Мужчину обязательно нужно предупреждать, потому что он-то сам не догадается. И проинструктируйте его, что вас нужно обнимать больше. Вам нужно сейчас вот недельку хотя бы постараться больше уделять внимание, чтобы он вас куда-то сопроводил прогуляться или сходить на концерт. То есть, чтобы у вас не было ощущения, что вот вы одна, у вас ПМС, и вы сейчас готовы метлой тут все и всех выметать. Мужчина, дети, сотрудники, коллеги по работе, они вообще ни при чем. Поэтому предупреждайте прямо словами, ничего в этом такого зазорного нет. И на этой прекрасной ноте я вам желаю мягкости, женского счастья, спокойствия и реализации ваших желаний и намерений. До встречи!